В зимнем лесу, где царила глухая тишина, раздался неожиданный звук. Детский плач, разрывающий мертвенную безмолвие среди заснеженных сосен и стелющихся повсюду сугробов. Это была необычная сцена для сурового леса, где обычно слышатся только звуки ветра и скрипы деревьев под тяжестью снега. Мальчики, близнецы Миша и Глеб, едва достигшие 5-летнего возраста, сидели на поваленном дереве. И их маленькие тела дрожали от страха и холода. Их одежда была мокрой и промерзшей, а глаза и большими и испуганными, отражая невидимое для леса горе. Волк с серебристо-серой шерстью, сквозь которую пробивался слабый солнечный свет, безмолвно вышел на поляну. Шрам на его ухе рассказывал о прошлом, полном борьбы и выживания. Однако глаза зверя сверкали не хищной жестокостью, а странной нежностью и заботой. Этот зверь, можешь быть, один из немногих, кто понял из глубин своей души, что перед ним не враг, а беспомощные существа, нуждающиеся в защите и тепле. Лес всегда был царством суровых законов выживания. Здесь сильнейший пожирает слабейшего, и каждый зверь сам за себя. Но волк, чувствуя в этих мальчиках что-то необычное, замер, оценивая ситуацию. Миша и Глеб, забыв на мгновение о страхе, с интересом наблюдали за зверем. Волк не напал, а вместо этого принес добычу – зайца, который, казалось, служил своеобразным даром помощи детям в их беде. Он еще раз прошел вокруг поваленного дерева, чтобы убедиться, что мальчики в безопасности. Под утро зверь лег рядом с ними, согревая своим теплом маленькие тела, позволяя близнецам чувствовать себя не такими одинокими в холодной ночи. Для серого, полуволка-полудикого существа это был необычный поступок. Ведь он всегда жил на грани между звериным миром и человечеством. Теперь же он стал их первым настоящим защитником в этом безжалостном мире. На рассвете Миша и Глеб проснулись в глубине таежного леса, в окружении снега и ветвей. Их маленькие души боролись с недоумением и отчаянием. Почему отец, который обещал вернуться с сюрпризом, так и не пришел? Почему оставил их одних в холодной пустоте? Они не могли понять весь ужас своего положения, но чувствовали, что им предали самое дорогое – защиту и любовь. Волк, который всю ночь не отходил от них, теперь стал единственным, к кому можно было обратиться за поддержкой. Его верная шерсть казалась теплым одеялом, а спокойное дыхание – мелодией безопасности. Мальчики инстинктивно доверяли зверю, и это было их спасением не только физическим, но и душевным. Серый понимал их страхи и тревоги, словно чувствовал в них отражение своей собственной боли и одиночества. Ведь и он потерял свою стаю много лет назад. В 10 километрах от леса, в деревне, таежный ключ жил Степан Егорович, старик с сильным характером и десятками лет опыта охоты в тайге. Как-то давно он спас волчонка, выбравшегося на край гибели, и назвал его Серым. Этот волк жил в свободе, но всегда был рядом с человеком, который его вырастил и полюбил. Но вот уже несколько дней Серый не возвращался домой, и это тревожило Степана. С помощью Зинаиды Петровны, домработницы, он решил отправиться на поиски питомца, чувствуя внутри предчувствие надвигающейся беды. В лесу старик неожиданно наткнулся на мальчиков, замерзших и голодных, и осознал, что судьба распорядилась так, чтобы именно он стал их спасителем. Он согрел их, накормив, а Серый помогал, словно чувствовал свою миссию теперь не только как зверь, но и как защитник этой новой семьи. Старик решил помочь вернуть детей матери, которая жила в соседнем поселке. История маленьких близнецов была драматична. Их мать, Анна, домработница, была вынуждена уйти от мужа, успешного, но холодного и безжалостного бизнесмена Вадима Кравцова. Он долго скрывал существование детей, угрожая Анне и препятствуя ее попыткам забрать их к себе. Полгода назад она ушла, оставив сыновей с отцом, который обещал заботиться, но вместо этого отвез их в тайгу и бросил. Живя под страхом и одиночеством, дети были брошены на произвол судьбы в морозной глуши. Степан понял, что теперь он – их надежда и опора. Вместе с Волком Серым он взял на себя ответственность защитить этих малышей
и помочь Анне вернуть свою семью и жизнь, которую она потеряла. Когда Анна, работая в местном супермаркете, узнала о пропаже своих сыновей от домработницы Марии Ивановны, ее сердце сжалось от неясного ужаса. Мария была единственным поддерживающим звеном в этом бесправном положении женщины, которая потеряла контакт с детьми из-за жесткого контроля Вадима. Полиция, к сожалению, отказалась принимать заявление, объясняя, что отец имеет полное право воспитывать детей и увозить их куда угодно, если нет постановления суда. Анна получила тяжелое осознание собственной беспомощности и стала искать поддержку у местного священника отца Николая. Вместе они приняли решение начать самостоятельные поиски. Степан вместе с детьми направился искать Анну. Их путь был непрост, но вскоре они нашли заброшенный черный внедорожник Кравцова, стоящий в заснеженной чаще леса. В машине лежали дети-рюкзаки. Доказательство того, что отец пытался скрыть следы своего преступления. Священник связался с Анной, и теперь они были на пороге воссоединения семьи. В этот момент все перевернулось. Появились люди из темного мира. Вадим вместе с телохранителями, жестко требуя вернуть детей. Но рядом с мальчиками стоял Серый, волк, который превратился в верного защитника, становясь настоящим щитом между детьми и их опасным отцом. Дети хоть и боялись, смогли открыто рассказать правду всему миру. Отцу не хотелось спасти их, он предал их ради своей выгоды. Окруженный полицией, друзьями и неравнодушными людьми, Вадим был вынужден встретить последствия своих действий. Аудиозаписи, показания свидетелей и свидетельства мультидисциплинарной экспертизы подтвердили, что бизнесмен сознательно пытался избавиться от детей, чтобы сохранить безупречную репутацию для сделки с японскими инвесторами. Судебный процесс прошел тяжело, но Вадим признал вину, получив 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Это стало триумфом справедливости и восстановлением надежды для маленьких путников. После такой нелегкой истории Анна, наконец, вновь обрела своих героев – Мишу и Глеба. Серый волк стал неотъемлемой частью их жизни, вечным стражем и защитником. Поддержка Степана и отца Николая помогала семье избежать рецидива страшных событий, давая им возможность жить в мире и любви. Через некоторое время мальчики пошли в детский сад, где их окружила дружба и забота. Серый волк, который когда-то был одиноким существом, теперь стал спутником и другом маленьких детей, будучи рядом в самые трудные моменты нового начала. В последующие месяцы жизнь семьи изменилась коренным образом. Дом с садом, где мальчики могли играть и расти в безопасности, стал символом новой жизни, наполненной детским смехом, любовью и надеждой. Анна смогла устроиться на работу с удобным графиком, чтобы проводить больше времени с детьми. Доходы Вадима были взяты под пристальный контроль, а его родственники вступили в процесс помощи Анне. История об удивительном спасении близнецов и доброй душе волка разлетелась далеко за пределы поселка, вдохновляя людей и напоминая всем о силе сострадания и верности. В день судебного заседания все было по-другому. Мальчики, которые недавно боролись за жизнь в ледяной тайге, теперь стояли перед судом, символом справедливости и надежды. Анна была готова защищать своих детей, а Серый волк, хотя и не мог сопровождать их в зал суда, был рядом духовно, хранителем их судьбы. Вадим, грустный и подавленный, столкнулся с последствиями разрушений, которые причинил. Слушания были напряженными. Прокурор подробно представил доказательства, а старый охотник Степан с достоинством рассказал, как нашел детей и как Серый буквально спас их от смерти. Показания Марии Ивановны и отца Николая укрепили понимание всего ужаса произошедшего. Мальчики храбро рассказывали о своем испытании, напоминая всем, что даже самые юные голоса способны изменить ход истории. После признания вины Вадима, когда он произнес слова раскаяния, в зале суда повисла тишина. Анна, смотря на бывшего мужа, не могла поверить в слова сожаления, ведь он почти разрушил их жизнь. Суд вынес справедливый приговор – долгие годы лишения свободы за покушение на жизнь родных детей и лишение родительских прав.
Это был конец страшной главы и начало новой для семьи. Когда мальчики и их мать вышли из суда, их встретило множество людей, которые поддерживали и ободряли их. Серый волк встречал их у дома, где теперь развернулась их новая жизнь. Он был символом того, что даже в самых жестоких обстоятельствах можно встретить верных и неожиданных защитников. Тех, кто готов пожертвовать всем ради добра и любви. На первый день рождения Миши и Глеба дом наполнился радостью и светом. Праздничные украшения, подарки и улыбки – все это стало доказательством того, что жизнь идет дальше. И пусть прошлое было тяжелым и болезненным, свобода и счастье теперь рядом. Степан и Зинаида, Мария Ивановна и отец Николай – все они стали частью этой новой семьи. Вместе с Серым Волком, который теперь был не просто животным, а настоящим членом их стаи. С каждым днем мальчики росли, играли в саду и учились доверять миру заново. Зимой теплые варежки с добавлением волчьей шерсти берегли их от холодов, а деревянные луки удивляли друзей. Серый оставался рядом, сторожил покой и безопасность. Его глаза наблюдали за жизнью, полные мудрости и непонятной человеческой нежности. Эта история стала легендой, напоминанием о том, что семья – это не только кровь, а любовь, забота и верность. Вечерами Анна выходила в сад, ощущая рядом силу и спокойствие волка. Их взгляды встречались в безмолвном диалоге, в котором не было нужды в словах. Понимание рождалось из глубин сердца. Серый волк, когда-то дикий и одинокий, нашел свой дом и семью среди людей, которые стали для него настоящими. А жизнь, несмотря на все испытания, подарила им шанс начать все сначала, наполнить дни светом, добротой и чудесами, которые случаются только тогда, когда открываешь свое сердце навстречу.